1 марта 1995 года в своем подъезде в Москве был убит известный журналист и телеведущий Владислав Листьев. Его убийство погрузило Россию в траур. На следующий день все центральные телеканалы страны отменили вещание. На экраны транслировали фотографию Листьева на черном фоне. В Останкино приехал президент Ельцин. Он фактически оправдывался перед журналистами, просил прощения за то, что правоохранительные органы допустили это убийство. Были немедленно уволены глава московской милиции и столичный прокурор. 3 марта в Останкино прошла панихида. Прощание растянулось на 8 часов. Так много людей пришли проститься с телеведущим. В России первой половины 90-х не было дефицита в исторических событиях. Начались тяжелые экономические реформы, шла война в Чечне, а в Москве танки по приказу президента стреляли в здание Верховного Совета. Но даже на этом фоне убийство Листьева стало одним из самых запоминающихся событий эпохи. Сегодня поговорим о том, какой личностью был Владислав Листьев, человек, буквально создавший российское телевидение. Как он работал, чем запомнился и почему был убит. Многие десятилетия телевещание в СССР строилось по неизменным канонам. Если это выпуск новостей, значит профессиональные дикторы в строгих костюмах зачитают с экрана решения партии и правительства, расскажут о том, как колосится рожь и выплавляется сталь. Если это аналитическая передача типа международной панорамы, значит ведущий, сидя в студии, будет подключать к эфиру корреспондентов из разных стран, которые расскажут, как тяжело живется трудящимся в Соединенных Штатах и как подорожали продукты в Париже. Если передача развлекательная, будут выступления эстрадных певцов. Но вечером 2 октября 1987 года советские граждане увидели в эфире нечто совершенно иное. Передача внезапно началась с танцевального номера. На экране появились молодые, раскованные ведущие, не похожие на обычных дикторов типа Игоря Кириллова. Стоя возле стола, они зачитывали новости прямо с информационных лент, передавая друг другу листы. В этой передаче были и разговоры о культуре, и рассказ об актуальных событиях, и интервью с министром иностранных дел. А еще там было очень много музыки, в том числе западной, включая клип Элтона Джона. Так началась программа «Взгляд», на корню изменившая представление советских людей о телевидении. Вообще, о создании подобной передачи, где будут говорить о политике и общественной жизни страны простым и понятным языком, сотрудники молодежной редакции Центрального телевидения задумались еще в середине 70-х годов. Они хотели назвать передачу «У нас на кухне после 11», стилизовав студию под кухню, образ, понятный всем советским гражданам. Однако в эпоху брежневского застоя о подобном не могло быть и речи. Только во второй половине 80-х, на волне начатой Горбачевым оттепели, к идее вернулись и даже смогли ее согласовать. Причина, по которой руководство согласилось на новый формат, проста. В те времена перестали глушить западные радиостанции, и нужно было как-то конкурировать с BBC, увлекать молодежь. «Взгляд» был попыткой адаптировать формат late-night-шоу. Он, конечно, сильно отличался от классического вида таких передач, знакомого нам по шоу Дэвида Леттермана или по «Вечернему Урганту». Но были там и юмор, и динамика, и харизматичные ведущие, среди которых выделялся Владислав Листьев. Как и большинство его коллег по «Взгляду», Листьев никогда прежде на телевидении не работал. Он родился в Москве в очень небогатой семье, которая жила в полуподвальном помещении. В одном из интервью ведущий признавался, едва ли не первым его воспоминанием стали бесконечные сапоги и ботинки, проходивших мимо окна людей. После смерти отца Листьев оказался в спортивной школе-интернате. Серьезно занимался легкой атлетикой, даже выиграл чемпионат СССР по 100-метровке среди юниоров. После школы отслужил в армии и поступил на журфак МГУ. Журналистскую карьеру Листьев начал на радио, в эдакой Russia Today, транслировавшей точку зрения СССР в другие страны. У Листьева не было никакого телевизионного опыта.
Зато он знал несколько языков и имел редкую для советского человека возможность читать, смотреть и слушать западные СМИ. Он отлично представлял, как устроено медиапространство в развитых странах, и принес это представление на советское телевидение. Взглядовцы выносили на обсуждение темы, которые никогда не прозвучали бы в программе «Время». Вот один из самых известных репортажей Листьева, взявший гран-при на фестивале во Франции, про лошадь, жившую в обычной московской квартире на Волоколамском шоссе. Петр, а почему такая любовь вдруг к лошадям? Как эта лошадь оказалась у тебя дома? Ну, ее в совхозе хотели списать на мясо. Мы ее купили по мясной цене, она болела. И вот вылечили. Сколько такая лошадь стоит? Я купил за 250. Как ты думаешь, почему сейчас стало гораздо меньше лошадей в деревне? Машина, наверное. Ну, вот здесь травку посадили. Вот, и говорят, что ты делаешь? Я говорю, пасется лошадь. Вот, они говорят, ты на всю траву помнишь, мы ее специально сажали. Вот эту траву им жалко. А машина едет, ничего. На пляж приехала, вот мы мыть ее, там начали ругаться, что, портит она им. А там рядом машина мыли, ничего страшного, говорят. Поэтому мало, наверное. Потом своих лошадей долго нельзя было держать, только от государства. Сейчас я не знаю, как можно держать своих. Ты на нем уже катался здесь? Да, по Москве детей катали здесь перед домом. Вот уже к участковому жалобу поступили, что людей даем, катаем. Вот без решения родителей сажаем на лошадь. Как участковый отреагировал? Он сказал, запри ее, если уж так. Он привык к моему выходу. Да. Запри, говорит, не выпускай, чтобы никто не видел. Взгляд позволял себе вещи до тех пор на телевидении совершенно невозможные. Во «Взгляде» рассказывали про афганскую войну и освещали судьбу советских военнослужащих, попавших в плен к маджахедам. В данном случае выступление ребят, афганцев-депутатов на сессии Верховного Совета с просьбой, вернее, не с просьбой, а с требованием внести на рассмотрение вопрос о политической оценке ввода войск в Афганистан. Сегодня каждому афганцу пытаются задать вопрос, а почему ты был в Афганистане? Почему с нас спрашивают? Мы выполняли свой интернациональный долг. Мы были солдатами, и мы его выполняли. Я думаю, что самый лучший ответ на это даст сессия Верховного Совета. Во «Взгляд» приходили следователи Гдлян и Иванов, которые вели хлопковое дело о коррупции в высших эшелонах власти Узбекской ССР. «Взгляд» был едва ли не единственной передачей на советском телевидении, которая давала слово Борису Ельцину в момент его опалы, когда Горбачев низвергг его с партийного Олимпа. Давление, в том числе и партийно-бюрократического аппарата, так сказать, от этого пока не избавились. Вот. И поэтому шла как бы борьба между неформальными, так сказать, депутатами или кандидатами в депутаты и те, которые проталкивались аппаратом. И, как правило, в этом отношении аппарат проигрывал. Вот. «Взгляд» постоянно расширял границы возможного. Например, на передаче режиссер Марк Захаров предложил захоронить Ленина. Понимаете, мы можем как угодно ненавидеть человека, как угодно его любить до самозабвения, но мы не вправе лишать человеческое тело захоронения, подражая древним язычникам. Ни одна культура, ни одна религия великая нашей цивилизации это себе не позволяла. Разразился скандал. В отставку пришлось уйти руководителю Гостелерадио СССР. Хочу напомнить вам про свою книгу «История новой России». Там понятным языком изложены события конца 80-х, 90-х и нулевых годов. Эти события непосредственно влияют на нашу жизнь по сей день, но о них россиянам известно меньше, чем о произошедшем 100 лет назад. В книге подробно описано, какие проблемы стояли перед реформаторами, какие были альтернативы экономической реформе, как победа Ельцина в конфликте с Верховным Советом создала предпосылки для появления путинской автократии, и как именно Путин строил в нулевых свой режим. Мы структурировали книгу так, что очень легко разобраться, где, когда и что происходило. А еще мы сделали классное оформление, чтобы книга была не просто источником информации, но и украшением личной библиотеки или отличным подарком. Доставляем мы не только в Россию, но и в Казахстан, Армению, ну и по всему миру. Все ссылки я оставлю в описании. Там же вы можете приобрести и наш мерч.
Одной из главных фишек «Взгляда» была хорошая музыка, в том числе живые выступления популярных у молодежи артистов. Например, группы «Аквариум». Комиссар, я знаю, ты слышишь меня. Сделай вид, что не понял, что я обращаюсь к тебе. Нам ни к чему давать повод к войне. Мы же знаем, как они любят стрелять и повиноваться трубе. Но ты же сделал невидимый шаг, ты уже под защитой, и мы говорим в тишине. Именно «Взгляду» во многом обязан своей популярностью советский рок. ДДТ, Наутилус Помпилиус, Алиса и многие другие коллективы получили благодаря Листьеву и его коллегам возможность спеть свои песни на многомиллионную аудиторию. «Взгляд» также втягивал людей в политику. Представьте, вы включаете телевизор, чтобы послушать выступление любимой группы. И тут же слушаете обсуждение актуальных событий, в которые часто включают и гостей. Например, вот Виктор Цой рассуждает про принятие закона о кооперации. Вот искусство и кооперация, они могут стоять рядом, на одной ступени. Вы знаете, наверное, да, потому что с тех пор, как возникла кооперация, я на своем примере, я уже могу не работать кочегаром, не кидать уголь, я могу заниматься своей музыкальной деятельностью. Вот, потому что могу уже вот теперь, там, не прошло и 7 лет, в конце концов, этим как-то обеспечить свою жизнь. Это, наверное, не только благодаря кооперации, а прежде всего благодаря вашему искусству. Ну, тем не менее, искусство, оно было и раньше. Однако... Ваше личное отношение к кооперации, Виктор? Сложное отношение. Я считаю, что кооперация – дело очень нужное. Единственная проблема в том, что вот ее упрекают все в спекуляции. Вот. Но я считаю, что, во-первых, у нас государство занимается спекуляцией в особо крупных масштабах. Во-вторых, значит, закон такой или власть слабая, если находятся жулики, которые могут его как-то развернуть. В начале 91-го власти решают прикрыть этот анклав свободы. Чтобы поддержать «Взгляд», сотни тысяч человек выходят на Манежную площадь. В поддержку передачи дала концерт группа ДДТ. Да здравствует, да здравствует, да здравствует «Взгляд». Честный, прямой взгляд. Запрет на выход продолжал действовать вплоть до 23 августа 91-го. Лишь после поражения путча ГКЧП Листьев и его коллеги снова вышли в эфир со специальным выпуском. По Архангельской, Белгородской областям и Ставропольскому краю информация отсутствует. Мы передавали официальное сообщение программы «Взгляд». Конечно, все эти 3 дня в Белом доме очень сильно ждали. Ждали поддержки республиканских официальных структур. И, конечно, в первую очередь Назарбаева и Кравчука. А получали, в общем, достаточно непонятные какие-то обещания, непонятные интервью. Было, безусловно, обидно. Обидно и за то, что вот у меня лежит сейчас записка, мне передали мои коллеги, что вот в Туркмении, например, только вчера узнали о том, что существуют указы Ельцина. Еще один спецвыпуск последовал 25 августа с уникальной видеозаписью. Ее в дни путча сделал запертый в своей крымской резиденции президент СССР Михаил Горбачев, желая доказать свою непричастность к действиям ГКЧП. Очень показательно, что после освобождения он отправил пленку именно во «Взгляд». Если бы он отдал ее в программу «Время», ему бы никто не поверил. Репутация же «Взгляда» была безупречной. Вы получили эту пленку из Кремля. Вот она. На этом я с вами прощаюсь. Программу вел Александр Любимов. А теперь Михаил Горбачев. 2 часа ночи. Первой ночи осады Белого дома. Дача президента. Фарос. То, что я хочу сейчас сказать. Я хочу, чтобы это услышали народные депутаты СССР, члены Верховного Совета СССР, советской и мировой общественности. Однако в прежнем виде «Взгляд» так и не был восстановлен. Его бывшие соавторы разошлись по новым передачам, а Листьев
Попробовал себя не только в качестве ведущего, но и в качестве продюсера или, как говорят на телевидении, шоураннера. Еще в 90-м Листьев загорелся идеей создать развлекательное шоу. В качестве образца решили взять американскую передачу Wheel of Fortune, где игроки угадывают слово по буквам, вращая барабан. Купить лицензию не получилось, поэтому передачу попросту спиратили и назвали «Поле чудес». Листьев не планировал становиться ведущим. На эту роль был выбран актер Игорь Угольников. Но ему в последний момент предложили другой проект, и он отказался. Листьеву пришлось самому встать за барабан. Поле чудес – это час азартной игры. Поле чудес – это радости и огорчения. Поле чудес – это шанс для любого из вас. Поле чудес смотрите вместе с детьми, и вы лучше узнаете друг друга. Поле чудес – это ключ к прекрасному настроению. Итак, пришло время для поля чудес в нашей стране. Передачи про разгадывание загадок существовали и в советские годы. Например, «Что, где, когда». Но та позиционировалась как место для состязания неординарных умов, высоколобых очкариков с научными степенями. «Поле чудес» же стало народной передачей, куда мог попасть простой рабочий или домохозяйка из провинции. И не просто попасть, а побороться за ценные призы, включая автомобиль. Так Листьев, уже известный благодаря «Взгляду», получил всероссийскую популярность, которая приносила дивиденды. «Поле чудес» стало первым по-настоящему коммерчески успешным проектом Листьева. В 1992 году минута рекламы на этой передаче стоила 250 тысяч рублей, при средней месячной зарплате в стране в 6 тысяч рублей. Кроме того, Листьев запустил теплоходные круизы. В такой тур отправлялась съемочная группа, и любой желающий мог купить билет, покрутить на борту барабан в теплой дружеской обстановке и сфотографироваться с ведущим или взять у него автограф. Но, как и прежде, Листьев не видел себя шоуменом. Через несколько месяцев после запуска «Поле чудес» он начал поиски нового ведущего. Провел кастинг, несколько человек по очереди вели игры вместо него. Победил Леонид Якубович. Передача дожила до наших дней, и ведет ее все тот же Якубович. Правда, «Поле чудес» ушло далеко от первоначальной идеи Листьева. Вместо пусть и простенького, но все же интеллектуального шоу, оно со временем превратилось в варьете с пропагандистским флером. Листьеву хотелось заняться чем-то более серьезным. В январе 92-го он запустил на канале Останкино новый проект. Образцом послужил формат ток-шоу, который сделали популярным Фил Донахью и Опра Уинфри. Это обсуждение какой-то темы одновременно с гостями, экспертами и аудиторией в студии. И Листьев хотел сделать не просто шоу о семейных проблемах и жизни знаменитостей, но программу, где можно будет обсуждать в том числе и острые политические темы. Темы эти выбирала большая команда редакторов, но последнее слово было за Листьевым. И называлась передача «Тема». Добрый вечер, уважаемые господа. Я рад приветствовать вас сегодня во вторник у экранов ваших телевизоров на программе «Тема». И наша сегодняшняя тема посвящена многому, да. Нет ничего важнее для подобных шоу, чем личность ведущего. И Листьев в этой роли был великолепен. Обаятельный, интеллигентный мужчина в очках располагал к себе и зрителей, и гостей. Он не просто модерировал обсуждение, но сам участвовал в нем, высказывал свою точку зрения. И у меня сразу первый вопрос, но очень многие слышали и имеют свое какое-то представление об альтернативной службе. Так что же такое альтернативная служба? Главным вопросом в нашей беседе сегодня является вопрос об армии. Нужна армия или не нужна армия? Это первый вопрос. Так, можно Второй закрывать вопрос. программу.
Второй вопрос. Потому что я могу ответить на этот вопрос сразу. Да. Уважаемые телезрители, моя личная точка зрения, да и я так думаю, что и наша общая, что армия нужна. И на этом вот эту часть программы мы закончили. Нужна. Верно. Так, Да. я правильно ответил на ваш Верно. вопрос? Абсолютно верно. Первый выпуск темы был посвящен разводам. Во втором рассказывали про профессию манекенщиков. В третьем речь шла про проблемы расизма в России. Листьев старался балансировать. Он делал выпуски про социальные проблемы, про семейные отношения, про политику. В теме обсуждали и референдум о доверии Ельцину, тот самый, где надо было отвечать «да, да, нет, да». Говорили про проблемы призывной армии, про состояние медицины. Многие из тем в России в то время вообще не принято было обсуждать. Например, пластические операции, сексуальные меньшинства, харассмент на работе. Листьев давал высказаться всем желающим, старался сделать так, чтобы все точки зрения были озвучены. При этом не давал разгораться страстям, чтобы передача не превратилась в балаган. Вот, например, выпуск на актуальную тему и сегодня – смертную казнь. Посмотрите, как работает Владислав Листьев. Мать, когда вот она узнает, что убийца ее сына будет наказан, все-таки же какая-то справедливость, чувство справедливости у нее появится. Вот если убийцу расстреляли, матери легче? В самом деле легче? Аудитория считает, что легче, увы. Матери боятся за детей, мужья боятся за жен, наоборот, общество запугано. Если уберете вот этот высший запрет, это высшая справедливость, то тогда, я не знаю, народ будет вообще запуган, днем будет прятаться. Листьев приглашал в студию и знаменитостей. Были выпуски с Гарри Каспаровым, Андреем Макаревичем, Аллой Пугачевой. Приходили люди и менее интересные на тот момент, но интересные Листьеву как профессионалы в своих областях. Например, молодой банкир, глава Минотеп Михаил Ходорковский. Как определить и какая разница между крупными банками и мелкими банками? Чем мельче банк и ниже, я говорю, условно говоря, ниже его надежность, тем выше проценты он дает, тем меньше на вас влияет инфляция. Соответственно, вам надо выбирать между высокими процентами и высоким риском, и меньшими процентами и, соответственно, меньшим риском. Сберегательный банк – крайняя точка. Максимальный, так сказать, максимальная защищенность вкладов и, по идее, минимальные проценты. Но вот при его коммерциализации у него получаются и большие проценты за счет налогоплательщика. Какой бы вопрос ни обсуждался в теме, будь то собаки в нашей жизни или вопросы феминизма и эмансипации, можно было ожидать спокойного и глубокого обсуждения без нагнетания ненависти, без криков, с освещением всех точек зрения. Ничего даже близко похожего по качеству на современном российском телевидении нет. Постепенно Листьев утратил интерес к постоянному ведению ток-шоу и загорелся идеей запустить программу интервью. За пример он взял легендарное шоу Ларри Кинга, выходившее на телеканале CNN. Листьев позаимствовал оттуда даже такую деталь, как подтяжки, без которых представить Кинга было невозможно. Первый выпуск «Часа пик» вышел 30 мая 1994 года и выходил 4 дня в неделю, с понедельника по четверг. Листьев приглашал в эфир политиков, чиновников, общественных деятелей, артистов и звезд эстрады. Это Михаил Сергеевич Горбачев. Здравствуйте. Добрый день. Каждому из них Листьев находил подход. Для каждого подбирал вопросы точные, четкие и острые, не дающие возможности лавировать и уходить от ответа. 7 июля в «Независимой газете» вы сделали сенсационное признание, что приказ о вводе войск в Баку в 90-м году отдавали вы. Таких признаний у вас еще много? Никакой сенсации в этом нет. Это было решение. Там события так развивались, и там, что мы вынуждены послать туда Примакова. Нет, я понимаю, да, там была катастрофическая ситуация, 200 километров границы. Они доложили, нас с Рыжковым вызвали, мы собрались, и это было решение оформленное. В сети можно найти тестовую запись «Часа пик», пилотный выпуск, который так и не вышел в эфир. Листьев и его коллеги репетируют проведение программы. Он берет интервью у собственного редактора, Татьяны Дмитраковой, с которой работал много лет еще со «Взгляда». Это интервью шуточное, всего лишь тестовый прогон. Но смотреть эту репетицию не менее интересно, чем настоящие выпуски. Все-таки ваше отношение к политике.
Мне Вы хотелось- аполитичный человек? Хотелось бы быть аполитичным, но жизнь такова, что не получается быть аполитичным. А почему не получается? Из-за чего? Ну, наша жизнь с этим все время связана, вы понимаете? Дело в том, что, даже, как бы, так сказать, я не хотела. Когда вы, не я думать прошу о прощения, я вас политике. перебью. Когда вы впервые столкнулись с политикой? Когда родилась. Как продюсер, Листьев создал еще несколько культовых программ 90-х. Одна из них – интеллектуальная игра для детей «Звездный час». Ее вел друг Листьева Сергей Супонев, который позже трагически погибнет во время поездки на снегоходе. Другая передача «Угадай мелодию». Она сделала знаменитым бывшего КВНчика и участника группы «Несчастный случай» Валдиса Пельша. В 1995 году «Угадай мелодию» вместе с Пельшем внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Один из выпусков программы посмотрели 132 миллиона человек. Для сравнения, легендарный американский Супербол только в этом году установил очередной внутренний рекорд в 126 миллионов. Вот так вот. Была среди проектов Листьева и программа «Серебряный шар», полная противоположность шумной «Угадай мелодии» с ее яркими декорациями и Пельшем в пестрых костюмах. В «Серебряном шаре» скромно одетый ведущий Виталий Вульф в небольшой и затемненной студии рассказывал зрителям про жизнь и творчество актеров, писателей, художников. Еще одна профессия, которую Листьев фактически создал в России – медиа-менеджер. В 90-м году Листьев основал и возглавил компанию «Вид», «Взгляд» и другие. Именно она занялась производством и продажей на телевидении программы «Взгляд», а затем и других авторских программ Листьева и партнеров. Подобная схема – абсолютная норма для телевидения сегодня, но по тем временам, когда на дворе еще был СССР, это стало прорывом. Взглядовцы гастролировали по стране словно рок-звезды, проводя встречи со зрителями, собирали полные залы. Когда «Взгляд» закрылся, на смену этим поездкам пришли те самые теплоходные круизы капитал-шоу «Поле чудес». Постепенно Листьев стал не только главным журналистом страны, но и главным человеком на телеканале «Останкино», как назывался тогда Первый канал телевидения. И это стало причиной его убийств. К середине 90-х Останкино пребывало в плачевном состоянии. Долги телекомпании исчислялись сотнями миллиардов. Производство программ было очень убыточным. Государство оставалось единственным собственником Останкино, и телеканал мог бы сводить концы с концами только за счет бюджетных денег, но у правительства их тоже не было. Работа с рекламой была большой проблемой. Деньги от рекламодателей зачастую проходили мимо Останкинской кассы. Производители контента встраивали рекламу в свои программы, ничего не отдавая каналу. Многие ведущие работали с рекламодателями напрямую, создавая так называемую джинсу. Проникали заказные сюжеты и в выпуски новостей. Проблема стала настолько тотальной, что о ней Владислав Листьев говорил на встрече журналистов с президентом Борисом Ельциным в 1992 году. Добрый день. Вы знаете, Борис Николаевич, перед нами сейчас, я имею в виду перед журналистами, которые работают в Останкино, да, по всей видимости, не только в Останкино, но и на российском канале, встает дилемма. И вот какого плана. Многих обвиняют в том, что телевидение излишне коммерциализировано. Вы, наверное, слышали об этом. В том, что идет много рекламы и так далее и тому подобное. С одной стороны, да, действительно это плохо, потому что она занимает много эфирного времени. А с другой стороны, как нам выжить? Ведь тот бюджет, который выделяется той же самой телерадиокомпании Останкино, он настолько мал, что это просто смешно говорить. Сейчас декорации для одной программы, вот я делал детскую программу, 3 миллиона рублей. Это только декорации. А как дальше? Эфир, техника, все подорожало. Меня интересует вот какой вопрос. Я хочу заниматься творчеством. Я не хочу, чтобы у меня голова болела по поводу того, где добыть деньги. Я добываю деньги на стороне. Я не иду к Александру Сергеевичу Пономареву, моему главному редактору. Я не иду к Егору Владимировичу. Я иду на поклон вот к тем, у кого большой кошелек. И говорю: милые родные, я с вами расплачусь рекламой, только дайте денег. Я не хочу этого делать. Я хочу спокойно творить.
Разобраться с этой проблемой решает олигарх Борис Березовский. Он убеждает Кремль провести приватизацию телеканала. Так, в январе 95-го на базе Останкино создается ОРТ – Общественное российское телевидение. 51% акций ОРТ у телеканала, 49% постепенно покупает Березовский. Листьев же видит в приватизации компании единственный способ поправить финансовое положение телеканала. Сотрудничество с Березовским складывается вполне успешно. Тогда же, в январе 95-го, Листьев назначен гендиректором ОРТ. Вещание нового телеканала должно начаться на частоте Останкино с апреля 95-го. С первых дней на должности Листьев генерирует большой поток новых идей и планов по изменениям. Он хочет кардинально реформировать новостное вещание и обновить команду информационной службы. Обсуждает создание новой совместной передачи с бывшим партнером по взгляду Александром Любимовым. Но главным направлением его работы становится наведение порядка с рекламой. 20 февраля в прямом эфире Листьев объявляет, вскоре будет разработан новый, цивилизованный способ продажи рекламного времени на ОРТ. А до тех пор на показ рекламы вводится мораторий. Такой запрет резко и сильно бьет по всем, кого кормил этот многомиллионный бизнес. И, судя по всему, именно это становится причиной убийства Листьева. Теперь, после принятия решения о моратории, до убийства Владислава Листьева остается чуть больше недели. Застрелят меня там или закроют передачу, через полгода никто помнить не будет. Вопрос не в этом. «1 марта 1995 года Владислав Листьев провел последний в своей жизни выпуск программы «Час пик». Сегодня 1 марта, и я поздравляю всех с первым днем весны и с теми надеждами. Каждый из нас с весной связывает много надежд, а, как известно, надежда всегда умирает последней. Около 9 вечера Листьев возвращается из Останкино домой, на Новокузнецкую улицу. Заходит в подъезд и поднимается по лестнице. Он уже почти у двери собственной квартиры, когда на него нападают двое убийц, поджидавших в лестничном пролете между 2-м и 3-м этажами. В журналиста стреляют дважды. Вторая пуля попадает в голову. Владислав Листьев умирает на месте. Никто не мог представить, что такое вообще возможно. Да, Листьеву неоднократно поступали угрозы. Какие-то городские сумасшедшие звонили ему по телефону и обещали расправу за сказанное в эфире. Но он не воспринимал это всерьез. Листьев, живший в неспокойной Москве 90-х, не пользовался услугами охраны. Он считал, что всенародная популярность и любовь защищают его лучше любых телохранителей. Несмотря на небывалый резонанс вокруг убийства, раскрытие его зависло. Дело передали в прокуратуру. Расследование под личный контроль взял президент. 25 следователей занимались поиском преступников, но безуспешно. На исполнителей следователи вышли быстро. Считается, что Листьева убили боевики Солнцевской ОПГ, братья Агейкины. А приказ им отдал криминальный авторитет той же группировки Игорь Дождомиров. Впрочем, официально никому из них обвинения предъявлено не было. Гораздо более сложным оказался вопрос о заказчике. Версий существует огромное количество. Среди них довольно экзотические. Например, что убить журналиста решили его бывшие коллеги по взгляду, с которыми к середине 90-х у Листьева отношения разладились. Или что за преступлением стоит жена Листьева, Альбина Назимова, якобы подозревавшая мужа в измене. Если же говорить о более вероятных версиях, их две. Обе связаны именно с переделом рекламного рынка. Согласно первой версии, убийство заказал владелец ОРТ Борис Березовский. Он был богатейшим человеком России и одним из наиболее влиятельных. И, помимо прочего, владел компанией «Логоваз Реклама», которая потеряла большие деньги из-за введения того самого моратория. Следствие выяснило, что в ночь с 28 февраля на 1 марта, то есть накануне убийства, Листьев и Березовский встречались в офисе «Логоваза» на Пятницкой улице и долго беседовали с глазу на глаз. Сам факт этой встречи Березовский долго скрывал, а позже отказался рассказывать, о чем шла на ней речь. Прокуратура считала, что существует аудиозапись, однако найти ее не удалось. 3 марта, через 2 дня после убийства, следственная группа попыталась провести обыск в офисе «Логоваза».
но их туда не пустила вооруженная охрана. Ни обыскать офис, ни допросить Березовского так и не удалось, что лишь подстегнуло волну подозрений. Однако в этой версии есть много непонятного. Именно Березовский назначил Листьева на пост гендиректора. Он же, в теории, мог его с поста и снять. Решение о введении моратория на рекламу было коллегиальным и согласованным с Березовским. Листьев лишь его озвучил. В 2012 году Следственный комитет по требованию генпрокурора Чайки проверял связь бывшего олигарха с этим преступлением. Березовский в это время был политэмигрантом и одним из главных оппонентов Путина. Обвинять его во всех грехах, включая спонсирование терроризма, считалось общим местом. И было бы довольно логично признать его убийцей популярного журналиста из 90-х. Но СК никаких доказательств причастности Березовского не нашел. По другой версии, убийцей Листьева стал предприниматель Сергей Лисовский. Он владел компанией «Премьер СВ», которая тоже занималась продажей рекламы на ОРТ и тоже понесла огромные убытки из-за моратория. Проблема у Лисовского была и в существенном, на порядке, подорожании рекламы, о котором ему в феврале 95-го сообщили Березовский и Листьев. Речь шла об увеличении платы со $100 за минуту до 10 тысяч. Бывший генпрокурор Юрий Скуратов позже утверждал, в записной книжке Лисовского был найден телефон Игоря Дождомирова, организатора убийства. Лисовского неоднократно допрашивали как свидетеля, но никаких обвинений не предъявили. Позже Лисовский пошел в политику, активно участвовал в предвыборной кампании Ельцина в 96-м. Именно Лисовского задержали на выходе из Белого дома с легендарной коробкой из-под ксерокса, забитой наличными. В нулевые он стал сенатором, а сейчас заседает в Госдуме как депутат от «Единой России». Убийство Листьева же так и осталось нераскрытым. 30 лет спустя мы не знаем, кто его заказал. А жизнь пойдет своим чередом. 1 апреля ОРТ начнет вещание. Мораторий на рекламу будет снят в августе. Централизованной продажей рекламы на телеканале займется компания ОРТ «Реклама», которую возглавит Сергей Лисовский. ОРТ, контролируемый Березовским, сыграет важную роль в истории России. На президентских выборах 96-го канал займет проельцинскую позицию, помогая президенту обеспечить себе второй срок. На думских выборах 99-го телекиллер Сергей Доренко в эфирах ОРТ уничтожит репутацию партии Лужкова-Примакова, серьезную угрозу для молодого движения «Единство». В 2000-м ОРТ станет важным активом предвыборной кампании Владимира Путина. Путин же, став президентом, отберет ОРТ у Березовского и окончательно превратит в собственную пропагандистскую машину. А ее главой станет Константин Эрнст, ученик Листьева, работавший с ним еще во «Взгляде». Мы привыкли считать телевидение чем-то устаревшим и бессмысленным, где есть только ток-шоу с желтухой и пропаганда в лице бесконечных Соловьевых и Киселевых. Гордиться тем, что не смотришь телек, стало модным еще в 10-е годы. Но вообще-то в телевидении нет ничего плохого. Это всего лишь инструмент для донесения информации до аудитории, и инструмент неплохой. У телевидения хороший охват. Для него не нужен интернет. Телевизор работает и в глухой тайге, и в отдаленных деревнях. Но не работает с точки зрения контента. Расцвет русскоязычного общественно-политического Ютуба – это не какой-то естественный процесс, а следствие того, что телевидение в России недоступно для людей, не поддерживающих власть. В нормальной ситуации у нас на одном федеральном канале могла бы выходить, скажем, моя авторская программа, на другом – аналитическое ток-шоу Екатерины Шульман, на третьем – серия интервью Юрия Дудя и так далее. Пока же таким нормальным телевидением остается YouTube. И с основной своей функцией, предоставлением площадки для альтернативного контента, справляется отлично. Хотя телевидение – это совершенно другой уровень и с точки зрения охватов, и с точки зрения технических возможностей. И Владислав Листьев своим примером показал, путь от затхлого советского телевещания до современной конкурентной журналистики можно пройти за считанные годы. Все, что для этого нужно – талантливые и амбициозные люди, которых в России очень много. Я хочу закончить этот фильм отрывком из передачи «Час пик» от 16 февраля 1995 года. В
В студию к Владиславу Листьеву тогда пришел губернатор Нижегородской области Борис Немцов. Одного из них застрелят через 2 недели на Новокузнецкой улице, другого еще через почти 20 лет на Большом Москворецком мосту. От одного места убийства до другого можно дойти неспешным шагом за 10 минут. До завтра. Почему вы считаете, что выборы губернаторов на местах – это какая-то гарантия стабильности? Это довольно просто. Представим себе, что мы не будем проводить выборы губернаторов. Тогда, если придет к власти абсолютно новый человек в результате выборов, то в одночасье он снимет с работы все 89 губернаторов и назначит 89 своих. Поскольку сейчас губернаторы имеют огромную власть и в области социальной политики, и в области строительства жилья, сельского хозяйства, приватизации, чего угодно, то, естественно, в одночасье страна изменит свою окраску. Если выберут коричневого президента, то страна в одночасье станет коричневой. Если красного, то она станет красной. А я не хочу, чтобы жизнь страны зависела от того, кого... Какой политик придет. Да, не хочу этого. Понятно. Я благодарю вас. К сожалению, наше время истекло, и мне очень жаль, что мы не можем продолжить «Час пик» дальше. Спасибо большое. Сегодня был «Час пик» для губернатора Нижегородской области Бориса Немцова, самого молодого и самого перспективного губернатора России. Всего доброго. До понедельника.